Кордова – один из старейших городов Европы, находится в регионе Андалузия на юге Испании. Он был основан древними римлянами, которые также построили арочный мост через бурную после дождей реку Гвадалквивир. И этому мосту уже 2000 лет. В X веке, во времена арабского владычества, Кордова была столицей исламского государства с населением 350 тысяч человек, в 10 раз больше, чем на то время в Париже, где мусульмане, иудеи и христиане жили в полном согласии. В городе были университет и публичная библиотека, бесплатные школы для бедных детей и целых 700 общественных бань. На настоящее время в Кордове сохранился самый большой в Европе исторический центр, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди всех живописных улочек старого города особенной популярностью у туристов пользуется улица Цветочная шириной не более метра, с видом на колокольню соборной мечети. Чтобы сделать такое фото, надо немного постоять в очереди. Эту площадь упоминал Сервантес в своем романе «Дон Кихот», о чем говорит мемориальная мозаика на стене. Сам писатель несколько раз останавливался рядом на постоялом дворе, который также словно сошел со страниц его романа. Алькасар, или в переводе с арабского «Дворец христианских королей Кордовы», был построен в XIII веке на месте Мавританской крепости. Впрочем, короли в нем жили только до конца XV века, а затем он стал тюрьмой Святой Инквизиции. В этом зале, где сейчас представлены древнеримские мозаики, судили новообращенных в католицизм евреев, которых подозревали в посещении синагоги. Осужденным на смерть надевали на голову остроконечный колпак. Самая ужасная в истории инквизиции казнь, когда на огромном костре заживо сожгли сразу 107 человек, произошла на площади Каредера в центре Кордовы. Возмущенные горожане штурмовали Алькасар и освободили более 400 заключенных, а генеральный инквизитор бежал в Севилью. Видимо, это непростое совпадение, что в Алькасаре выставлен древнеримский саркофаг с вратами ада, куда, несомненно, попал генеральный инквизитор Кордовы. Прекрасные сады Алькасара с прудами, фонтанами и кипарисовой аллеей позволяют забыть мрачное прошлое этого средневекового замка. К садам примыкают королевские конюшни, где можно посмотреть выступления грациозных лошадей андалузской породы. Мескита, или соборная мечеть Кордовы, это христианский храм, построенный внутри мечети. Уникальный архитектурный сплав двух, казалось бы, несовместимых культур. 856 колонн из мрамора, яшмы, оникса и гранита поддерживают потолки некогда второй по величине мечети в мире. Ее главное молитвенное помещение украшает великолепный золотой купол с боковыми окошками, которые освещают киблу, нишу в стене, указывающую направление на Мекку. В эту сторону должен быть обращен каждый правоверный мусульманин во время молитвы. Однако в случае Кордовской мечети кибла по неизвестной причине указывает на юг. В XVI веке посреди мечети возвели готический собор. Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили уникальнейшее сооружение в мире, сказал тогда испанский король.
Хотя, надо признаться, в этой части собора тоже есть на что посмотреть. Лос-Патиос, или дворики Кордовы, украшенные цветами, старинной домашней утварью и картинами, одна из главных достопримечательностей города. Ежегодно в мае месяце здесь проводится фестиваль Патио, который в 2012 году был объявлен нематериальным культурным наследием человечества. Хозяева двориков охотно расскажут вам о том, как они живут сейчас и как жили раньше. В некоторых патио можно купить сувениры, которые изготавливают тут же на месте. Сколько двориков в Кордове, больших и маленьких, не сосчитать. Иногда бывает интересно просто заглянуть за входную решетку. Ну и напоследок еще раз прогуляемся по Римскому мосту Кордовы, чтобы полюбоваться вечерним освещением этого древнего города.